Вы уверены в том, что ваш партнер счастлив? Даже если у вас есть большой дом, крепкая семья, и каждый вечер мужчина приходит домой с работы, чтобы провести с вами время и уложить детей спать, это совсем не говорит о том, что он счастлив. Даже если страницы в социальных сетях заполнены снимками семейного отдыха, а выходные вы проводите за городом на барбекю, все это может казаться лишь иллюзией. Весь этот маленький счастливый мир мужчине может показаться настоящей тюрьмой. И однажды он решится на побег. Именно это и произошло с семьей из Индианаполиса. Любящий муж, заботливый отец, примерный работник и вежливый сосед исчез без следа, ничего не объяснив своим близким. Всем привет, меня зовут Роман. Вы на канале В Шоке. Приятного вам просмотра. Ричард Хоглин – типичный представитель среднего класса. Он окончил колледж, нашел хорошую работу, женился на красивую девушку, которую звали Линда Изелер. Вскоре молодожены приобрели большой просторный дом в Индианаполисе. А потом в семье появилось двое малышей – Мэтью и Дуглас. Семья, по мнению родственников, друзей и соседей, жила очень хорошо. Линда занималась с детьми и домом, а Ричард много работал. Когда дети подросли, супруги приобрели небольшую яхту. И как только у главы семьи появлялись свободные дни, они тут же отправлялись на свои лодки в очередное путешествие. Они любили фотографироваться, семейные фотоальбомы занимали не один ящик в комоде. На каждом из снимков Линда, Ричард, Мэтью и Дуглас выглядели очень счастливыми, довольными и веселыми. Настоящая идиллия, не так ли? Если бы речь шла о сценарии для кинофильма, то подобная завязка сюжета непременно стала бы предвестием какой-либо трагедии. Впрочем, в жизни все произошло в полном соответствии с законами кино. Конец семейной идиллии положило исчезновение Ричарда. Несчастье пришло к Линде и мальчикам в 1993 году самым обыкновенным, ничем не примечательным вечером. Это было 10 февраля. Линда начала обдумывать, какой сюрприз приготовить мужу к предстоящему празднику, ко дню Святого Валентина. В этот момент раздался звонок от Ричарда. Мужчина сообщил, что плохо себя чувствует и задержится. Спустя час он позвонил еще раз и предупредил, что не приедет домой. Это случилось впервые за все годы их совместной жизни. Разумеется, Линда не на шутку разволновалась. Утром от мужа не поступило никаких известий. На работе он не появился. Линда начала паниковать и, конечно же, пошла в полицию. В момент исчезновения Ричарда его сыну Мэтью было 9 лет. Мальчик уже многое понимал, увидев в доме полицейских, а также заметив отсутствие отца, он начал задавать матери вопросы. Вслед за братом спрашивать о том, что случилось, стал и 6-летний Дуглас. Полицейские сочли исчезновение мужчины подозрительным и занялись его поисками. У них было множество версий, но ни одна из них не нашла подтверждения. Поиски ни к чему не привели. В 2003 году Ричарда признали официально умершим. Линда обрела статус вдовы и вскоре вновь вышла замуж. Ричард исчез из жизни своей семьи внезапно. Он не взял ни одной своей вещи, даже документы остались в ящике комода рядом с семейными фотоальбомами. Но при этом мужчина не оставил жене и детям финансовых средств. На счетах не оказалось накоплений. Линда была вынуждена продавать вещи и украшения, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Их большой и красивый дом забрал банк, потому что Линда не смогла выплачивать ипотеку. Настиг их и ряд других неприятностей. Линда смогла справиться со всеми трудностями и, разумеется, не рассчитывала услышать что-либо о своем пропавшем муже.
Но спустя 23 года после его исчезновения в ее новом доме раздался телефонный звонок. Звонивший представился детективом Энтони Кардильо из офиса шерифа округа Паско во Флориде. Он поинтересовался тем, является ли некий Ричард Хоагленд мужем Линды. Женщина рассказала полицейскому историю исчезновения супруга, поведала о том, что он признан умершим, а у нее сейчас совсем другой брак. Выслушав женщину, детектив Кардильо сообщил ей о том, что Ричард Хогленд арестован, и ему скоро будут предъявлены обвинения. Оказалось, что мужчина тщательно подготовил свой побег из семьи. В 1992 году он узнал о трагической гибели в аварии некоего Терри Симанского, отец которого был клиентом Ричарда. Мужчина каким-то образом завладел свидетельством о смерти Терри. Документы он использовал для получения дубликата свидетельства о рождении Симанского. А копию свидетельства о рождении мужчина использовал для получения прав на вождение автомобиля. Как только документ оказался у него на руках, он тут же улетел из Индианаполиса во Флориду, где начал новую жизнь. Спустя некоторое время он опять женился. В браке родился сын. Ричард, став Терри вновь, стал вести жизнь типичного представителя среднего класса, но только в другом штате и с другой семьей. Правда выплыла наружу случайно. Один из племянников настоящего Терри Симанского решил узнать историю своего генеалогического древа и отыскать всех родственников. Он воспользовался специализированным сервисом в интернете и был шокирован тем, что его умерший дядя живет во Флориде. Племянник тут же обратился в полицию, и поддельного Терри задержали. Мужчину осудили за кражу личных данных. Он провел в тюрьме почти пару лет. Мэтью и Дуглас подали в суд на своего нашедшегося отца, потребовав взыскать с него долг по алиментам за прошедшие годы. Судья поддержал иск, и теперь лже-Терри обязан выплатить брошенным детям и Линдзи $1 860 000. Вторая супруга, узнав о том, что вся ее жизнь оказалась иллюзией, тут же подала на развод и раздел имущества. Женщина намерена судиться за каждую вилку в доме, за каждый предмет, приобретенный после заключения брака. Конечно же, не забыла она и об алиментах. У Ричарда нет таких денег, которые от него хотят семьи. К тому же добиться компенсации желают и родственники настоящего Терри, погибшего в аварии. Как поступит мужчина? Может быть, вновь исчезнет?